Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. А в данном ролике покажу вам эпическое прохождение, ну и достаточно бюджетное, по крайней мере, на мой взгляд, закрытие кошмарного испытания «Падший наследник». Как вы знаете, у нас в понедельник стартануло, а именно сегодня, 20 июля, следующий этап годовщины ритуала Авангарда, и здесь у нас босс Кайнан. Поэтому присаживайся поудобнее, настраивайся вникать, ведь сейчас будут проходочки после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Донатов.нет. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у Донатов.нет можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. В испытаниях Кайнана у нас будут витамины группы В, В1, В2 и так далее. В общем, В1. Состав на ваших экранах. У нас будет Лорд Элизия и Лорд Элиза. Да, очень классная фантазия у разработчиков, как всегда. Также у нас здесь будет Идриль, Лили, Ливиан, Бриена, Холлоу, Вортекс, Алаг и самый мой любимый камушек Рокс. В общем, аналоги берете легендарные, проходите вообще без каких-либо проблем. Что у нас здесь происходит? Вот такая вот карта. Изначально нам нужно заткнуть все танком. Я выставляю здесь Рокса. Вы можете поставить какого-нибудь легендарного бойца, будет еще куда прикольнее. Почему? Потому что, в принципе, они сквишовые, вот эти мобы, их убивают, видите, их, ну, Рокс даже сам бы их, честно говоря, убивал. Я просто выставляю сюда вот Идриль для того, чтобы убивала летунов, потому что вылетают летуны, и мы выставляем Бриенку, чтобы смотрела вниз и также выбивала летунов, потому что они вот вылетают отсюда. Несмотря на то, что портала летунов нету, вам приходится сначала зайти, познакомиться с тем, что здесь происходит, потом перезайти и расставляться, потому что изначально я думал вообще не так проходить. Ну и вот пошли у нас вот эти вот скорпионы. Я не знаю, у них там, конечно, на хвосте какая-то вот ротозея непонятная. Ну, короче, бьют они больно. Отравляют даже с эффектами какого-то поджигания, я не знаю. Это, наверное, типа а-ля механика Нисалта. Дальше, видите, я поставил Кайнана, я поставил Алага, и все это приправили Холлоу. Ну и, в принципе, все. Здесь у нас какая единственная ситуация будет. Будут выходить вот эти вот каменные ящерицы, будет забиваться блок у Рокса, и вам здесь просто придется поймать парочку мобов, либо же условной Элизией, ну, либо же там Ливиан плюс хил, или же ту же ящерицу можете Элизу поставить, вообще не проблема. Вот видите, здесь двое пошло, все, пошел у нас дальше Скорпион. Ни в коем случае дрилькой не ультуйте. Ну, если вы ее берете, если вы там новичок, ни в коем случае. Потому что дрилька будет переключаться на мобов, которые ближе к кристаллу. Вот видите, моб пошел. Она перестанет стрелять в летунов и будет долбить этого моба. Нам это не нужно. У нас есть с кем этого моба убить. Даже сама Ливиан там, в принципе, в соло справится. Уже под конец, видите, у нас остается два моба. Можно и ультануть. Но здесь какая ситуация? Нам сжигается ярость. Но, тем не менее, уровень мы прошли. Ничего сложного, Кайнан в помощи, вообще никаких вопросов, я думаю, быть не должно. Сейчас покажу, я здесь в записи, да, покажу характеристики урона. Вот, пожалуйста, Бриена, Идриль и, как вы видите, даже Рокс там что-то надамажил, ну, с Кайнаном. Поэтому полетели следующий этап. Следующая витаминка или же группа B2. Все остается плюс-минус так же, как видите, вообще героев не поменял. Полетели. Здесь достаточно такой... Ну, вонючий этап, потому что, к примеру, здесь не будут нижних уровней в данном видосе. Объясню почему. Потому что эпиками вот эту сложную версию этого уровня я не осилил, потому что, честно говоря, я не знаю, как здесь вот справляться с огромными чуваками, которые выходят именно эпиками. Пока что не придумал. Сегодня на стриме придумаю, поэтому просто давайте смотреть B2. Элиза есть у всех. Вы ее выставляете, убиваете вот этого Скорпиона. Если же Скорпион выходит и вы выставляете Элизу, как у меня, к примеру,
видите, она у вас получит выстрел. Но, если дождаться, пока Скорпион выйдет полностью и развернется, если вы выставите Элизу, Скорпион ее фокусить не будет. Вот и все. Здесь также рекомендуется, видите, пробиваете, где-то остается на 2 выстрела Скорпиону урона от Элизы и выставляете Кайнана по центру. Видите, я здесь его чуть-чуть раньше выставил, и он пару тычек получит. А так, в принципе, можно сделать, чтобы он вообще тычки не получал. Только Элизой убиваете Скорпиона, сразу же ее убираете, потому что герой такой. Элиза любит, чтобы ее туда-сюда. То есть выставили, убрали, выставили, убрали. Все, дальше смотрим, камешка мы ставим по центру, потому что у нас здесь будет основная масса спама. Снизу мы ставим Алагушку. И здесь, ну, по КД можно ультовать Кайнаном, просто здесь у нас такой режим, видите, сразу же выставляем Элизу, когда выходит Скорпион. Просто у нас здесь такой режим, что Кайнан тут стоит один, ульта у него закончится, ну, а без ульты он, честно говоря, не особо не бьет. То есть его самая важная фишка — это то, что он в Infinity ульте стоит. Дальше идут у нас вот эти вот червяки, которые мы знаем, что с ними происходит, когда их убиваешь еще с первой части этого данжа, да. Вот, подходят эти червяки. У нас здесь Рокс. Вы ждете, пока червячки вот эти будут распадаться. Ну, я на самом деле тут не жду, но рекомендую подождать. Мне тут, по-моему, даже повезло. То есть, видите, все, сейчас все распадется на червячков. И еще один распался на червячков. Но мы уже добиваем, и блоки не забиваются. Также выходят вот эти вот наши любимые герцоги. Я, вот честно, я очень хорошо запомнил, как этого моба зовут. Мы выставляем Элизу вниз и убиваем, стараемся убить герцогов. Потому что вот этот Скорпикора, давайте буду называть ее Скорпикора, она не то чтобы прям опасная. Ничего страшного особо не делает, особенно когда, видите, я выставил Элизию и ее хилит Холлоу. А вот как раз такие герцоги могут создать огромных проблем. Особенно, вот видите, они начинают фокусить. Ну, очень противный юнит. Все, выставляем и дрильку, потому что, ну, тут можно и Бриену не брать было, ни дриль не брать, ничего. Видите, то есть показываю, как проходится данж абсолютно без, ну, ненужными тут героями. Поэтому вы просто берете каких-то лучников, особенно если у вас там есть какая-то Хасу в инвизе, может быть даже Алаура. Алаура вообще песням поставили, что забыли, что она вообще здесь стоит. Все. 35 мобов убиты. Би-2 закрыт. Сейчас характеристики урона и будем переходить к следующему этапу. Так, давайте смотрим характеристики дэмэджа. Я же покажу здесь, нет? Да. Видите, Элизия топ урона, дальше Кайнан, дальше Камушек Рокс надамажил. Ну и, естественно, Элиза, точнее, тоже урон наносит. Вот, кстати, то, что у меня в бою произошло. Видите, всегда проходят вот эти червяки эпиками. Просто огромная куча наслоения вот этом BH1. Поэтому поехали, давайте, витаминки группы B3. Здесь у нас Эйн, уже лидерка стражей, да, и видим, что снизу Изольда Северяне. Здесь манечится Долин, также Ливиан. Здесь еще мне очень понравилось, как себя показывает Солей. Я взял вне лорда Элизу, потому что в инвизе с ней удобно. Также у нас здесь Авелин, танк, у которого сразу 4 блока. Рокс, Вортекс и Холлоу. Поехали. Здесь какая ситуация? Сейчас будет рекомендация, потому что я прошел немножечко по-другому. Но чтобы лучше все это было у вас, я вам сейчас скажу, как лучше расставиться. Видите, я выставляю долинку для того, чтобы она уже начинала регенить монетки. И вот Рокса, камушка, ставьте ниже, если он у вас есть. Если же у вас Рокса нет, ставьте какого-нибудь, ну, плотного бойца. Там, может, мерзость у вас есть, я не знаю, там, Ригар, может быть, ну, Рокс тот же сюда подойдет. Фу, Рокс. Рорк. Рорк сюда подойдет. Дальше, кто у нас еще? Магмус, если есть, тоже можно поставить. Короче, здесь какая ситуация? Видите, я поставил сюда Авелин. Не страшно, то есть, потому что я Кайнана буду ставить, видите, от... короче, у нас тут Рокс. Кайнан будет стоять вот здесь и смотреть вниз. Он вот тут вот без ульты плиточку вот эту цепляет, а следующую не цепляет. Поэтому там должен стоять Рокс, и он будет дамажить сам. Вот видите, я выставляю. Все, у него не хватает рейнджи у Кайнана бить вот этих мобов, и они просто стукаются об Авелин. Дальше, здесь мы уже забили на эту линию, выставляем Ливиан. После Ливиан выставляем, поворачиваем вправо Солей. Солей очень хорошо убивает вот этих вот каменных ящериц, потому что у них достаточно
ну, у них просто тупо нету магического сопротивления, и они очень много урона получают. Также у нас там идет червячок. Видите, я ультанул с аллейкой, чуть-чуть цепляем летунов, потому что вылетают, вот здесь портал есть. Также я убираю здесь монетчика, выставляю Элизу, потому что сейчас наши вот эти звездокрылы будут лететь вниз. Как вы видите, все, Элиза убила. Если возьмете ее под лидерку, будет доставать еще лучше. Все, как вы видите, вот тут вот у нас все, в принципе, в порядке. Дальше идут уже вот эти вот снова четырехруки сабли-руки. И выходит вот этот мечник. Мечник вот этот очень больно бьет по танкам. Ну, у него урон, так сказать, разгоняется. Спасибо за фоллоу. Урон у него разгоняется постепенно, но тем не менее бывает такое, что один может просто завалить танка, даже с хилом. Вон видите, у нас идут два вот этих рыцаря. Я здесь уже выставляю вправо Элизу, чтобы она убивала летунов и еще плюсом помогала чуть-чуть ребятам расправляться с вот этими вот демонами-рыцарями, да. Как вы видите, Кайнан у меня уже все, ульта у него закончилась. И Рокс, видите, у него проблем никаких. А Авелин стоит, принимает на себе двух вот этих вот рыцарей, и ей больно. Поэтому Рокса лучше кидать вниз, а Авелин бы сверху себе стоял, а Кайнан бы ей помог. Поэтому тут какая ситуация. Здесь я дожидаюсь, пока она умрет, я выставляю Изольду. Кайнан уже будет готов ультануть. Видите, я здесь уже начинаю убирать на всякий случай героев, потому что вдруг пригодится. И здесь, даже если Изольда у вас тут будет умирать, если вы будете все равно делать вот прям как я, 1 в 1, то вас еще хватит... Эйн очень хорошо живет, то есть они не сразу его убивают, проблем с проходкой не будет вообще. Поэтому давайте смотрим, что у нас здесь получилось. Характеристики урона, кто сколько надамажил. Здесь у нас, видите, Солейка уже звездочка, достаточно Кайн надамаживает, ну и Рокс, как всегда, урон свой носит. Красава, камушек. Следующий этаж это B4, здесь тоже ничего не меняем. Этаж не сложнее, чем предыдущий. Здесь то же самое. Просто отыгрываем от этих рыцарей с мечами. Выставляем Рокса, либо же какого-нибудь танка с какими-нибудь механиками. Возможно, урона, возможно, выживаемости. Выставляем снизу Алага. И сейчас по накоплению монет мы будем выставлять Вортекса. Это важно, потому что, как я и говорил, у этих рыцарей урон разгоняющийся. Видите, они начинают бить супертычками. Вот это вот они... вырастают. Вы также можете взять каких-то героев, которые могут снимать бонусы, потому что с них вот эту всю мочмалу можно снять. Поэтому, если у вас есть такие герои, то обязательно берите. Там может быть Гуши, может быть Кигири. Ну, короче, у кого есть Кигири, те прошли 100%. Дальше выходит Скорпикора. С ящерицами у нас с этими вообще никогда проблем никаких не будет. Я выставляю сюда Эйна. И Эйна мы приправляем холкой, чтобы он не окочурился. И будем отвлекать Скорпикору. Эйн, в принципе, справится с этой кракозяброй вообще без каких-либо проблем. Дальше у нас здесь, видите, перегрузочка небольшая. Нужно разгрузить. Выставляем солейку. И после солей уже ставим танка последним слотом, потому что Скорпикоры еще будут выходить. Будут спамить в последнего выставленного своим вот этим вот хвостом дурацким. И давайте чекать, что у нас. Видите, все, у нас барон получает выстрел. Нам не страшно. Дальше выходят опять вот эти мужики, гачи-мечники, да, все, всех убиваем, включаем солей, можем, здесь, видите, ультауем, чтобы Скорпикору, посмотрите, как Эйн очень круто на самом деле наваливает. Дальше, здесь у нас уже Кайнан всех развалил, остается 6 мобов. Все, выходят еще 3, и там еще, по-моему, 3, короче, их по 2 выйдет друг на друга, не страшно на самом деле. По-моему, у меня здесь только Алак умрет, вроде бы под самый конец, ну, потому что двоих вот этих вот мобов только с щитами достаточно проблематично танчить. Плюсом у нас еще на Рокса там Вортекс отвлекается. И это вот можете просто отсюда убрать солей. Видите, у меня здесь 3 танка. Я их взял просто на всякий случай, потому что проще. Танк умирает, ты нового поставил, с монетками проблем нет. Дамагеры пусть стоят себе, урон наносят, и их не трогайте особо. Можете просто там, к примеру, убрать солей. Хотя, видите, я солейкой вот ультанул. И она помогает Роксу убить вот этого рыцаря. Ну и, в принципе, все. Сейчас мы с ними расправимся. И будто бы доброе утро. Вот видите,
Все, убили Алага, я выставляю Изольду, у меня уже скоро ульт Кайнана, я ультую Кайнаном, все, -1. Сейчас второй тут эволюцию свою получит, вырастет, начнет получать дэмэдж. Все, добрый вечер, до свидания. Тоже вообще уровни реально эпиками проходятся на раз-два. Особенно если у вас еще и пробудные эпики, вообще без проблем все это проходит. Сароксу только 5-я пробуда нужна, вот это единственная. 450 тысяч урона, Кайнан, Эйн, Солейка. Все, этап пройден. Земляне, ну чё, понеслась движуха. Как вы видите, награда создателей контента. Празднование создателей контента 2026 года началось. По аналогии с прошлым годом будет огромная куча суеты, Санта-Барбары и так далее. Поэтому, в общем, какая ситуация? Давайте вкратце, чтобы вы понимали, что вообще происходит. У нас есть здесь 4 номинации. Создатель года, Восходящая звезда, Мастер ГВГ и Мастер Арены. Здесь какая ситуация? Разработчики уже написали, что они здесь попутали немножко номинации. То есть это у нас будет Мастер Арены, которая сейчас Мастер ГВГ, а это будет Мастер ГВГ вот наоборот. В данных всех категориях создатели контента соревнуются, у кого, так сказать, поддержка теплее и крепче. Кстати, огромное спасибо, что голосуете за меня, мне очень приятно. Поддерживайте своих любимых авторов. Кто поддерживает меня, вам просто огромнейшее Яил Баунти. Ребята, просто от души пипец, блин, нафиг благодарочка. Если будете продолжать, это нужно делать каждый день. Будет отдельная вам благодарность. Спасибо большое. Вообще очень тепло и приятно. В общем, здесь у нас, давайте посмотрим, есть информация в обзоре события. Хронология у нас с 20 июля по 27 июля будет идти голосование. То есть продлится оно неделю. Период подсчета голосов у нас стартует 28 июля. И результаты объявят 31. То есть категории наград я вам уже показал, что у нас здесь будет. Общая награда создателей контента, в которой я номинирован. И вот непонятным образом меня засунули в Мастер Арены. Также спасибо большое, что вы за меня и тут голосуете. Приятно на самом деле. Я здесь буду голосовать за Славу Вайтбрима. У него ниша на канале, он позиционирует себя сам как аренщик, поэтому отдадим ему голоса. Сейчас познакомимся с правилами данного события. Я вам покажу, как голосовать. Ну и, естественно, отдадим голос за нашего Славу. В общем, что у нас здесь происходит? Правила отбора кандидатов. Нас здесь отобрали. Все хорошо. Снова основные требования, бла-бла-бла. Критерии отбора у нас будет 3 первых места в создателей контента года, 3 первых места в создателей Восходящей звезды. Также Мастер войны гильдии будет 1 победитель, и в Мастере арены также будет 1 победитель. То есть голосование, голосуем каждый день, они обновляются по 5 голосов. В каждой категории вы можете отдать свой голос. Видите, голоса подсчитываются отдельно для каждой категории. Награды. 3 лучших автора категории Автор года получат индивидуальные внутриигровые аватарки, по примеру прошлого года. То есть получил я, Марк и Фастидиус. Все победители также получат эксклюзивный промокод, эксклюзивную роль в Дискорде, которая у нас уже есть, эксклюзивную иконку роли в Дискорде, новую внутриигровую рамку для аватара 2026 года. Вот рамки в прошлом году не было, да, и индивидуальную физическую наградную табличку. Вот что за табличка, честно говоря, даже не знаю. Физические награды могут быть заменены внутриигровыми предметами в странах или регионах, где доставка недоступна. В общем, здесь разобрались, ничего такого сложного, можете почитать. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии к данному ролику. В общем, как нам голосовать? Мы вот нажимаем, у нас же здесь сразу же появляется идентификатор игры. Вы можете этот идентификатор игры найти. Смотрите, заходите в игру, переходите во вкладку, вот, пожалуйста, ваш ID и сервер. Вы нажимаете «Скопировать», снова возвращаетесь на сайт и вставляете. То есть идентификатор игры — это у нас вот то, что не в кавычках, и то, что у нас в кавычках, мы пишем и отправляем себе на аккаунт проверочный код. Возвращаемся на аккаунт, давайте смотреть, вот он у нас на почте, видим его. Возвращаемся и вводим. Нажимаем «Войти». Все, мы залогинились. Как видите, у меня здесь есть. Здесь 4, тут 5 и тут 5. Давайте отдадим Славе Вайтбриму
4 голоса. Я один какой-то тестовый кому-то закидывал. Все, Славе отдали. Нажимаем проголосовать. Голосование успешно. Мастер арены. Я буду топить за нашего Серегу Сварога. Поэтому отдаем ему, вжариваем 5 голосов. Окей, хорошо. Давайте смотреть восходящая звезда. Здесь я видел, что у нас Слава Вайтбрим восходящая звезда, конечно. Поэтому давайте тоже за Славу тут отдадим голоса. То есть у нас здесь еще, давайте посмотрим, кто присутствует. Чади, Адам Старк. У нас также здесь присутствует и Мари. Надо будет еще и Маришку также голосами порадовать. Маришка молодец, это реально восходящая звезда. Славе ай-яй-яй. Это у нас уже тертый калач. Так что Маришку тоже, за Маришку голосуйте, ребятки. Ну и создатель года, что? Давайте посмотрим, кто у нас здесь присутствует. Здесь Витя, Beef Games. Также у нас здесь, вот сейчас на 3-м месте находится Fastidious, который в прошлом году выиграл. Ну и, естественно, Fasti. Let the battle begin. В общем, желаю также удачи. Надеюсь, сможем, так сказать, взять реванш. Было бы очень символично. Также у нас здесь присутствует Аресус, Пабло, Дирыч, Сварог, Кайфстрим. Я бы на самом деле Кайфстрима, наверное, больше бы восходящую звезду отнес бы, а Славеву наоборот, потому что как-то тут они решили свапнуться, не знаю, в общем. Пишите в комментариях, каких создателей вы поддерживаете, кто вам больше нравится. Также еще раз хочу выразить огромное спасибо всем, кто голосует и поддерживает меня. Мне очень приятно, и это говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении. B5 тоже ничего, по-моему, не менял. Все то же самое, видите, здесь солейка. Плюсом... А, нет, тут надо будет поменять, подождите. Тут надо убрать одного танка, да. И я тут буду менять, ставить лучника. Потому что под конец у нас здесь будут вылетать киндер-сюрпризы в виде летающих звездокрылов. И я первый раз, когда проходил, был к этому не готов. Короче, смотрим, какая здесь ситуация. Вот у нас есть центральная вот эта линия пересечения, где у нас будут мобы именно пересекаться. Мы ее сразу же затыкаем танком. Здесь также танком перехватываем ящериц каменных, чтобы они нас не трогали. И тут, видите, у нас сверху выходит Ардея, которая стала жертвой изнасилования от Питлорда. Ну, это, по-моему, очевидно, да? Видите, Глеф и Ардея, и как будто Питлорд такой рыжий шагает. Ну, внебрачный сын Ардея с Питлордом. Да, я считаю, что я умею шутить, но мне кажется, не очень получается. В общем, здесь выставляем солейку, убиваем мобов, все хорошо. Барона закрываем здесь хилом, и плюсом у нас Вортекс дотягивается до камня, поэтому мы, видите, так многозадачная вода у нас. Выставляем Эйна или какого же либо другого ДД, который у вас есть. Можете здесь также поставить Хассу, если она у вас есть, потому что тут у нас будет вылетать ряд летунов. Я плюсом Кайнаном буду перелетать, увидите. То есть Кайнан накапливает ультимативную способность, и вы им не ультуете. Вот эти вот ребятки, Ардеи вот эти, достаточно неплохо пробивают. То есть они бьют, ну, насквозь. Бьют всех, кто стоит на пути в их радиусе. Ну, я же говорю, Ардея. Ну и все, типа, вот сейчас они выходят, мы их убиваем. Все. Не забываем там ультить кем нужно. Солейку ждите, пока летуны полетят, только тогда включайте, чтобы отскоки еще летали в летунов. Ну, это для профита. Хотите, можете не ультить. Вот видите, полетели летуны. Здесь у нас, вот тут, у них спектр, они летят вот так вот сюда, вот в этот кристалл. Все, видите, я тут убрал кого-то. Да, солейку убираю. Кайнаном мы перелетаем, чтобы завалить именно летунов по их пути следования. Выставляю Элизу. Она также будет помогать. Здесь еще какая ситуация. Смотрите, у нас есть 3 жизни. То есть, если вы пропустите там даже одного того летуна, ничего страшного в этом нету, потому что здесь нету прохождения на звездность. Вы просто, главное, должны пройти уровень. Видите, вот Элиза пошла. Сейчас еще можем поставить сюда танка, просто чтобы отвлекать. Видите, все, стреляет в танка. И все, чистая проходка. Ничего сложного, герои доступные. Все это, я надеюсь, у вас есть. Если вы еще новичок, то вам как будто бы сюда пока и рано, я не знаю, прошли ли вы предыдущие испытания. Рокс пол-лимона. 2.7.7 у нас Кайнан. 2.3.4 нанес Эй. Ну и солейка тоже тут дамажит. Поэтому проходим.
Следующий этап это у нас B6. Достаточно такой замудренный этап. Сетапчик не менялся. На самом деле там, по-моему, я только Мари добавил, если я не ошибаюсь. Да, здесь у меня Мари присутствует. Давайте я вебку включу. Видите, Маришку возьмите. Короче, выставляем солей. Дальше, после солей по центру выставляем Кайнана. Он не умирает обычно от вот этих вот мобов. Дальше мы ультуем самой солейкой, чтобы она отскоками своими навалила здесь стиля. Вортекса лучше поверните рожей вниз, потому что мы еще танка будем ставить. Это я мискликнул, но я и так пошел. В общем, все, здесь видите, Кайнан по центру с солейкой достаточно неплохо устраивает цирк дю солей. Дальше выставляем камушка здесь, потому что камушек умеет дамажить. Если же нету камушка, ставьте того, кто умеет тут дамажить. Может быть, даже какого-то бойца с магическим типом урона в АОЕ. Там тоже Магду можно поставить, вообще песня будет. Дальше, видите, все, прожимаем Рокса. Все, у нас пошла следующая линия мобов. И здесь никаких проблем нет. Вот эти демоны выходят, тут только первый чувак будет бить у нас Кайнана, и это не страшно. Потому что Вортекс его, в принципе, держит. И Кайнан его очень быстро убивает. Дальше. Берем здесь лучника. В моей ситуации это Элиза. В вашей ситуации кто у вас там есть. Можете взять Алауру, Хасу, кого хотите. У нас вылетают вот уже такие прям модернизированные красивые суккубши, да, с крылышками, с копьями. Нам их нужно, так сказать, покрывать. Поэтому, видите, вот она вылетает. Я здесь холкой решил Ливиан немножечко засейвить, чтобы она пожила. Дальше, видите, ну, сама Элиза с инвиза вышла, уже плохо бьет, но как будто бы уже что ее снимать. Маришка здесь, спойлер, справится. Все, видите, можно было здесь убирать Элизу, если используетесь, убираете Элизу. Я жду, пока у меня накопится ульта, ультую Маришкой. Также здесь не забывайте следить за Кайнаном, ультить им. Видите, вот он достаточно неплохо здесь пробивает. Мне понравилось, как он тут по центру разваливает. Спасибо за помощь именно таким героям. Дальше ультуем солейкой. Солейка своими вот этими отскоками просто, как же она здесь божит. Все, у нас вылетают летунчары вот эти. Мы что делаем? Здесь у меня умер танк, я забиваю Авелинку. У нее с выживаемостью, конечно, проблемы, но какой танк был, такой и выставил. Все, выставляем сразу же Элизу. Маришка тут у нас справится. Здесь, как видите, я убираю Авелин, потому что у меня тут еще, в принципе, времени хватает. И именно этот моб, если и пойдет, то у меня тут Рокс. Я выставляю Холлоу, чтобы у меня здесь Маришка с Элизой подхилились. Поэтому, в принципе, можете Авелин даже и не выставлять изначально. Дальше, видите, у меня моб пошел в кристалл. Но сейчас мы его дернем, потому что Маришка умеет ультовать и замораживать. И прям красота какая получилась. Дальше, Кайнаном я перелетаю. Чуть-чуть продамаживаю вот этих вот летающих суккубш. Видите, достаточно неплохо. Плюсом он тут умрет, но ничего страшного. Нам важно, вот сейчас, если мы убьем 33 моба из 35, мы прошли. Но мы убьем всех. Вот, пожалуйста, смотрим, что у нас здесь происходит. Элизе достаточно убить какого-нибудь моба, и она начнет очень круто стрелять. Смотрите, вот она сейчас убьет. Оп, и понеслась. Стреляет, расстреливает. Вообще красота. Маришкой ультанули. Все, до свидания. Смотрим катсценку. Здесь я, к сожалению, вам не покажу сводку урона, потому что после этой катсцены нас просят выйти нафиг. Поэтому мы выходим нафиг. Ну и что, земляне, B7, сразу скажу, что этот этап, даже спойлер кошмарной проходки, потому что он очень смешно проходится, вот этот этап. Смотрите, здесь у меня дамагером выступает Рокс. Если у вас есть Вальдерон, вы берете Вальдерона, просто ставите на босса несколько раз и убиваете его. И все, у вас заканчивается проходка B7. Также может быть с какими-то героями, которые могут наносить огромный урон. Там, к примеру, Гулдрака можете взять, поставить. Ну, если у вас есть, да, такие герои. Если нет, тут, пожалуйста, проходка эпиками. Вот такой вот сетап. Здесь уже Элиза у меня в лидерке. Я взял сюда Лилишку, потому что она здесь нужна нам. Тут, как видите, у меня тут 3 целителя, потому что, ну, мне так надо было, терпеть нужно. Здесь у нас получается раз танк, 2 танк, 3 танк, 4 танка. Это Ливиан, Рокс, Авелин и Изольда. Также я беру солей. Эйн, красавчик, вообще мне понравился. Давайте, погнали. Ну, именно тут. Так-то в целом эпик топчик вообще-то. Все, здесь у нас Кайнан выходит вот тут. У него есть интересные механики с оглушением, от которых я отыгрываю. Вообще прикольно получилось. Сейчас с первого раза прям симпровизировал. В общем, мы выставляем камня и выставляем Вортекса.
Сейчас увидите вортексом. Камнем не ультуйте, потому что во время ульты он повышает резисты. Здесь я ультую. Чтобы убить быстрее Кайнана, не надо повышать себе защиту. То есть чем больше бьет Кайнан по Роксу, тем больше Рокс возвращает Кайнану дэмэджа. Итак, вот это вот нечестивое святилище, от него мы отыгрываем. То есть Кайнан у нас здесь, видите, иероглифами покрывается. И после конца каста он оглушает. Видите, накладывает оглушение, и мы уже готовимся выставить любого юнита, которого мы можем поставить за спину, потому что оглушенные цели не блокируют. И видите, Кайнан полетел дальше. Но мы его сейчас остановим Эйном. Кайнан сядет на Рокса, и после того, как Рокс выйдет из оглушения, видите, у него перестанет над ним водоворот такой летать, вихрь. И вы убираете героя, которым блочили. И все, Кайнан остается на Роксе, дамажится об Рокса сам. У нас здесь выходят опять ящерицы. Но ничего страшного. Здесь у нас есть две точки, то есть нужно чуть-чуть дальше вот сюда вот поставить танка вашего. То есть в моем случае это Ливиан. Видите, все, Кайнан, падение небес, он себя уже почти убил. Снова нечестивое святилище. Готовьтесь выставлять на Рокса кого-нибудь еще. Вот ставим. Все, пошло оглушение. Я ставлю Авелин. Видите, Авелин его вернула Кайнана обратно. Мы убираем Авелин, и все. Кайнан разбивается об камушка. Все, мы пропускаем вот эти ненужные анимации. Я убираю отсюда Рокса нафиг. Выставляем солей. Дальше лилишкой закрываем нашего танка. И у нас еще будет линия пересечения вот тут, которую тоже будут мобы проходить. Мы здесь обязательно блочим босса любым танком, который у вас есть, чтобы он жил. Здесь у меня Изольда. Ну и дальше, смотрите ситуацию. Вот у него адское сошествие, это он просто прыгает вот так вот в 3 линии, да. Выставляем Эйна вот тут. И у нас скоро уже откатятся танки. То есть у нас откатится и Рокс, и откатится всякая Авелин. Короче, Рокс оставьте вот тут. Вот здесь вот поставили танка, и все, не убирайте. Потому что прикол проходки этого этажа заключается в том, что Кайнана можно не убивать. Вам просто нужно пережить мобов и вот эти вот мечи. Эти мечи типа можно убивать, чтобы он сильно не надамажил. Но он бьет по траектории, бьет в кристалл. Сейчас увидите. Не скажу, что прям сильно бьет. Не испытал надобности убивать эти мечи от прям катастрофического урона. Видите, сейчас хоп, и чё? Ну, ничего не произошло особо, ок. Все, видите, Кайнан, да, даже Изольда ему лицо постепенно бьет. Но это что же несерьезная тема. Все, пошло адское сошествие. У нас 7 мобов из 14. Мы просто-напросто будем измором брать босса. Как говорится, медленное убийство ложкой. Ну и все, мобы там уже тоже умирают. Здесь могут быть немножечко проблемы. Почему? Потому что пошли вот эти червяки, видите, вот эти матрешки. У них сверху на них вот эти 2 червяка. Вы его убиваете, распадаются на 2 червяка, они потом еще на 3 каждый. И получается какая ситуация? Сейчас вот эта кракозябра подойдет и начнет сжечь всем ярку, кто их бьет. Вот, то есть видите, Эйну, все, он не ультанет. И здесь заблаговременно можете ультовать какими-то дамагерами, чтобы побыстрее убить вот эту шелупонь. Смотрите ситуация. Видите, вот Ардея слэш Шапитлорд пошла. И достаточно они сильно пробивают, особенно в связке с боссом. Все, если босс не получает урона, вот этого оглушения рандомного не будет. Вам не придется здесь, как эпилептику, что-то делать, кого-то убирать и все остальное. Здесь напоминаю, почему босс начал дамажиться, потому что я заменил Рокса, этого делать не нужно. Все, мы здесь просто выставляемся, блокируем, пытаемся убивать мобов, как вы видите. Ну, сложности в убийстве мобов нет никакого. Просто главное не дамажьте босса, как я, потому что это на фристайле, это первая, нет, даже никакая, вру. Это вторая попытка пройти этот этап эпиками. И тут чисто просто я на фристайле уже, где кто как живет, выставляюсь. Вот это вот рекомендация, не надо ставить сюда какого-нибудь дамагера, чтобы быстро убивать Кайнана. За исключением какого-нибудь Вальдерона, потому что я на тестовом сервере Кайнана убивал тупо Вальдероном. Выставил, убил, выставил, убил. И все. То есть вы, если Кайнана убиваете вот в этом сценарии, у вас заканчивается бой. Вам не нужно тут убивать всех мобов.
Все, видите, у нас остается 12 из 14, 45 секунд остается, и по истечению таймера вы просто тупо победили. Я не знаю, задумано так или не задумано, не дай бог разработчики вообще это пофиксят, будет, конечно, фиаско, братан. Все, 20 секунд остается, червячков убиваем. Я вообще сначала подумал, уже смотрю, блин, я босса не убиваю. 10 секунд остается, она уже мелькает, думаю, надо же хотя бы этих убить, мобов, видите, не могу, не знаю, что делать. Все, выставляю солей и виктори. Все, я получаю 3 кристаллика и получаю ресурсы. Вот такая вот проходка. Снова нас отправляют тусить, поэтому переходим к кошмарному испытанию. Итак, земляне, сетап у меня будет такой. Я решил потестить Лулуху, потому что достаточно непопулярная героиня. Все ее на релизе обосрали. Поэтому будем играть севером. Да, у меня здесь есть Дрейлин, но Дрейлинка заменяется на абсолютно любого танка, который будет жить. То есть бракиры, какие-нибудь хатгримы, если у вас есть, ему вообще там ничего не страшно. Можно даже Мальвиру взять. И снизу у меня как раз таки Лая, Эйрлис и Вортекс. Ну, решил, думаю, с такими героями грех какого-нибудь эпика лоховского взять. Короче, полетели. Шмот, надеюсь, не забуду показать в конце. Все равно аффиксы вам еще показывать. Аффиксы схожие с тем, как мы фармили Изабель. В общем, что мы делаем? Выставляем сразу Лулуху. Вот, она у меня здесь с личным артефактом. Я не ожидал, что она здесь своими кулаками будет творить такое. Просто, это руки золота. В общем, сразу же выставляем здесь драйлинку, затыкаем, ждем босса. Здесь босс у нас выходит, и как вы, я надеюсь, поняли, здесь такая же самая ситуация работает. Можно просто 7 минут потерпеть. Короче, как Ведьмаку в гробу с принцессой потерпеть, и нам то же самое, и проклятие спадет. Копим 18 монет, смотрите, с кулака бах, все, просто у моба улетает лицо. Выставляем Эйрлис, закрываем, чтобы танк не умер. Все, бах, кулак. Это чума. Посмотрите, бам-бам, все. Бим-бум. Закрываем Вортексом. Вортекс у меня здесь в капле, только в Т3-шной, да. Крылья милости. И смотрите, закрываем дальше Лулушку, чтобы не убил ее вот этот рыцарь. Хотя он даже не успел ничего сделать, она ему задвинула кулаком. Ставим Харца и потом выставляем Лаю. Лая, честно говоря, я даже не знаю, во что она одета, потому что хилила она так себе. Наверное, особо ни во что. А может быть и одета, но в какой-то хлам. Посмотрим. В общем, выставляем Лаю. Все. Тут у нас есть подхилы. Видите, выходят скорпикоры. Они сейчас упрутся в Дрейлинку и, по-моему, будут фокусить только Дрейлин. Больше никого особо трогать не будут. Но будет момент, когда у нас здесь посыпется Лая, посыпется танк. И вроде бы я уже думал, все, капец, дозаписывался, уже ничего не пройду. Но нет, получилось. Если у вас есть какие-то хилы пободрее, чем Вортекс, то берите их. Потому что Вортекса это я взял, чтобы, ну, хоть что-то в этой пачке было бюджетное. Короче, все, у нас уже выходят вот эти орды и питлорды. Скорпикоры у нас на Дрейлинке висят. Просто ждем мобов побольше, ультуем Лулушкой именно в банду. У Лулушки еще есть такой прикол, что она имеет увороты. Ну, то есть она доджит с определенным там временем дэмэдж, это очень плюсовая штука. Видите, пошли рыцари, и Лулушка просто с кулака рассказывает им, что сегодня бар для них закрыт. Все, убиваем, все хорошо, Харцем ультуем, контролем мобов, чтобы они, ну, во-первых, щиты раздаем и заморозку даем. Там, по-моему, некоторые мобы, у них иммунитет к заморозке. Все, смотрите, какая красота. Вот у нас один герцог уперся в Дрейлинку, второй герцог пошел. Я не знаю, рыцарь, герцог, короче. Пока вот этот вот рыцарь дамаг не получает, он и сам дамаг не наносит. То есть без эволюции он бьет так себе, Дрейлинка живет. То есть спокойно всех на себе держит и хорошо. Дальше ультуем Харцем, видите, все. Сейчас подходит побольше мобов. Я ультую Лулушкой. Да, Лулушка, Лили, Лулу, короче, хрен их разберешь. Видите, все, сейчас пошли вот эти скорпикоры. Начинают заплевывать мне Лаю. Лая очень больно. С плюсом еще вот эти вот ребята сквозным уродом дамажат. Сквозной урод. И
очень жестко накладывают поджоги на Хартса. Видите, достаточно не кисло так пробивается. Я думаю, что Лулушку можно заменить на Гуань Юя, можно заменить даже на какого-нибудь условного Кассиэля. Кассиэль еще и урон делить с Хартсом будет, и его фиг убьешь. Ну и давайте смотреть, справится ли здесь Лили. Или Лулу. Лулу. Так, все. Лулу, Лили, Лили, Луло. Ну и остается у нас 2 моба здесь. Все, я уже подумал, все, Лилишки, Лулушки, задница. Остается 40 секунд и как будто бы терпим. Давайте посмотрим, перемотаем. Видите, все, время закончилось. 73,5 тысячи, достаточно неплохой результат. Давайте сейчас посмотрим, что у нас кто сколько надамажил. Пожалуйста, 18,5 миллионов урона Лулушка. Единственный дамагер, даже 1,5 миллиона урона умудрилась нанести Драйлин. Ну и теперь давайте же посмотрим, какие у нас здесь были метки. То есть метка уменьшает размер команды на 4, снижает восстановление стоимости на 40%. Дальше повышает атаку всех монстров на 100%. Повышает сопротивление эффектам контроля монстров на 50%. Выбираем дальше слезы небес Кайнана. Теперь призывают 2 дополнительные грани погибели. Вы можете взять еще и вот этот вот аффикс оглушения накладываемыми навыками, да, до 18 секунд, потому что он у нас оглушать нас не будет. Вообще пофиг. Все монстры, не являющиеся боссами, получают дополнительный эффект. Чем ниже их текущий УЗ, тем выше наносимый ими урон. Также можно получать навык обречения. Во время действия этого навыка он блокирует весь урон, а затем наносит дополнительный урон целям. То есть мы можем и это взять и суммарно пройти на 84,5 тысячи. Да, и где мы будем в рейтинге? Вот видите, 107 ребятки просто даже, наверное, не убивают. Просто стоят, терпят, убивают волны, и босс, видите, 7,55. То есть просто живем. Ну и теперь давайте покажу шмот, будем финалить. Я надеюсь, по заменам Лулушки понятно. В принципе, любой массовый дамагер, может быть, даже тот же Неджа, если у вас есть, я думаю, поможет вам. Может быть, возьмете Валару, может быть, Орина. Ну, короче, кто у вас есть. Я уверен, проблем не будет. Вот такой вот Хартс у меня. 128 тысяч здоровья. Здесь у него восстановление ярости 95. Это мои шмотки с Хатгрима. Вот, пожалуйста, сет. Ну, неплохие проки на самом деле, да, закаленная воля. Здесь у меня Хартс на секундочку 4-й пробуды, он умирал, поэтому, да, любой, в принципе, танк тут умирает, неважно какая пробуда. Просто с первой пробудой у него, к примеру, будет удобнее, он будет щиты давать всем вокруг себя, и там, к примеру, та же Лая выживает. Кстати, у Лаи, вот как она у меня тут одета, она одета как херня. Короче, она не должна быть так одета, видите, здесь у меня, ну, она так хилить точно не будет, поэтому давайте покажу вам, как ее надо одевать, потому что одета плохо, ужасно. Здесь у меня, наверное, и целителей как таковых нету, да. То есть, ну, давайте вот примерно вот так вот. Она бы и жила тогда, вот, смотрим. Здесь у нее 42 тысячи здоровья, 17 900 атаки, 662 скорости атаки, эффект исцеления 75. Смотрим артефакт. Здесь ее, естественно, личный. Чтобы хилила лучше, можно давать не личный, потому что Лулушке было пофиг. Можно взять и бальзам Тия, почему нет? Хорошо, окей, дальше. Давайте смотрим на Лулуху. Лулуха у меня здесь в катаклизме. Можно одеть и в магию души, можно одеть там и в адский рев, как хотите. Короче, не особо. Просто по статам подгоните. Можно даже хпшечки чуть-чуть дать, хотя у нее, видите, у меня 44 тысячи хп, 23 680 атаки, 515 скорости, 340 КУ. Вот такие вот у нее шмотки здесь. Все 4-статное, да, можно было бы кинуть на ОЗшечку. И такая вот ситуация будет нормально себя чувствовать. Здесь вот тоже у меня 4-статки. Артефакт ее личный. Вот так вот он заряженный всего лишь на плюс 13 и прокачанный доработками. Окей, здесь понятно. Драйлинка у меня на первой пробуде. На самом деле, неважно, даже беспробудная подойдет. Она у меня здесь одета в полуцелителя. Но одевайте ее, наверное, лучше в танка. Эрлис ее выдержит. Здесь вот у меня, пожалуйста, видите, капля на ОЗшку. Все у нас здесь, хотя это ей не нужно. Ну и здесь вот танка-шмот такого вот формата. 115 тысяч здоровья. Защита здесь у нас 7000. Ну и восстановление ярости тут даже присутствует 18,5. Кольцо Бастиона поставил, потому что она будет держать на себе цели. И пусть по ней снижается урон, чтобы Эйрлиске было проще ее держать. Давайте Эйрлис смотрим. Эйрлис у меня здесь на А3.
Тут у меня также сет Крылья Милости с такими вот статами. Ну, хороший сетик на самом деле. Вот, пожалуйста, статы для хилов. Здесь будет заменить, конечно же, защиту. Ну и давайте же 34,5 тысячи ОЗ, 19600 атаки, скорость атаки 660 и эффект исцеления 89. Артефакт, естественно, Спектр Севера, чтобы она хилила. Ну, так, в принципе, все окей. Ну и теперь давайте же смотрим. Vortex, просто хил от ОЗ, скорость атаки, бонус к ОЗ. Здесь у меня скорость атаки ОЗ. Здесь тоже ОЗ. Просто разгоняем скорость атаки, здоровья. 44 тысячи здоровья, 550 скорости атаки, 121 эффект исцеления. Артефакт у меня здесь на нем бальзам Тия. Ну и все, в принципе, вот такого вот формата. Земляне, вот такие вот проходки. Постарался сразу же проложить вам бюджетный путь для закрытия именно непосредственно этапов и босса. По поводу сложных этапов, которых осталось 3 штучки, я на стриме постараюсь найти какой-то интересный, оптимальный вариант для их закрытия. Ну, бюджетно, естественно. И отдельным роликом эти 3 этапа для вас выложу. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайкос данному видосу, если он вам понравился. Ну и также делитесь данным видео с друзьями, пусть также проходит. Надеюсь, данный видос упростит им задачу. Также у меня в описании есть телеграм-канал. Подписывайтесь и туда. Всегда самые свежие новости, актуальные промокоды, розыгрыши, ну и многое что другое в игре Watcher of Realms. Буду рад каждому, кто подпишется на мой телеграм-канал. У нас там много мест не ограничено. Ну и не забывайте играть в Watcher of Realms красиво. Увидимся, когда увидимся. Пока-пока.